14 апреля 1912 год. Северная часть Атлантического океана станет страшной могилой. Свыше 1500 человек рассвета не увидят. Титаник. Говорят, что корабли по сей день продолжают получать сигналы о помощи с Титаника. Люди, живущие в доме, некогда принадлежавшем капитану корабля Эдварду Смиту, постоянно ощущают непонятный страх, тревогу и чье-то присутствие. А место, где затонул Титаник, считают чем-то вроде временного портала, в котором когда-то застряли люди. Теперь они вечные призраки Титаника. Привет. На момент спуска на воду и ввода в эксплуатацию Титаник был самым большим судном в мире. Его длина составляла 269 метров, ширина 30 метров, а высота лайнера от киля до верхней точки трубы 53 метра. Как известно, поздним вечером 14 апреля 1912 года Титаник столкнулся с айсбергом в районе Северной Атлантики, в результате чего получил сильные повреждения правого борта и затонул. Большинство людей, находившихся на борту, погибли. А ведь незадолго до трагедии один из инженеров компании White Star Line, эксплуатировавший этот исполинский пароход, заявил, что сам Господь Бог не смог потопить бы этот корабль. Прошло уже больше века со дня катастрофы, но до сих пор гибель Титаника окружает множество самых мистических и зловещих слухов, заставляющих современного человека содрогаться от ужаса. На эту тему исследовано бесконечное количество документов, приводятся воспоминания тысячи свидетелей, написаны сотни работ и книг, сняты документальные и художественные фильмы. Тем не менее, тайна гибели непотопляемого корабля до сих пор не разгадана до конца. И более того, эхо величайшей трагедии доносится до наших времен. Говорят, что радисты по сей день получают сигналы СОС затонувшего лайнера. Мистика началась за несколько лет до строительства лайнера. Гибель Титаника была предсказана за 14 лет до трагедии. В далеком 1898 году писатель Морган Робертсон написал роман «Щита» или «Крушение Титана», в котором описал события, удивительно схожие с катастрофой Титаника 1912 года. На этапе строительства роскошного лайнера 8 человек погибли, самому молодому погибшему строителю было всего 15 лет. Более 200 человек получили серьезные ранения, а на том месте, где у судна располагалось второе дно, была случайно замурована целая бригада рабочих. Поговаривали, что на верфи стали появляться призраки этих людей, умерших такой страшной смертью внутри корабля. Впрочем, есть и другие мистические объяснения происшедшей с Титаником катастрофы. Одна из них гласит, что в серийный номер корпуса корабля 390904 был заложен антихристианский код. Как гласит миф, некоторые строители судна, негативно относившиеся к католической церкви, вложили в шестизначный номер секретное послание. Если смотреть на зеркальное отражение номера, то различима надпись «No Pope», что в переводе означает «нет папы». Ирландские протестанты полагали, что эти слова имеют отношение к Папе Римскому, и именно поэтому божественное возмездие не заставило себя долго ждать, потопив лайнер в первом же его плавании. Другая легенда гласит, что в крушении Титаника виновен необычный груз, находившийся на его борту. Один из пассажиров, историк лорд Кантервиль, перевозил через Атлантику в деревянном ящике прекрасно сохранившуюся египетскую мумию жрицы-прорицательницы. Сторонники этой версии уверяют, что случаи загадочной гибели людей, побеспокоивших покой древних захоронений, нередки. Поэтому мумия, находившаяся на борту корабля, вполне могла свести счеты со своим обидчиком, вместе с историком отправив на дно океана все судно и многих его пассажиров.
Некоторые выжившие пассажиры «Титаника» поделились, что незадолго до столкновения с айсбергом они видели капитана Смита рядом с мумией, после чего он стал вести себя очень странно, словно потерял рассудок. Этот факт может быть причиной того, почему капитан не реагировал на предупреждения об опасности и не сбавил скорость лайнера. Широко распространены сведения, что из воды спустя несколько десятилетий после катастрофы доставали выживших пассажиров «Титаника», якобы провалившихся во времени. Например, 24 сентября 1990 года в Атлантике рыбаки норвежского траулера «Фосхаген» обнаружили и сняли с айсберга примерно 30-летнюю женщину, одетую по моде начала 20 века. Спасенная назвалась миссис Винни Коутс из Саутгемптона и утверждала, что чудом спаслась с тонущего «Титаника», только что на ее глазах погрузившегося в пучину. Такая пассажирка действительно значилась в списках пассажиров, но на момент, когда ее обнаружили рыбаки, ей должно было исполниться 108 лет, хотя выглядела она на 29. Именно столько лет Винни Коутс было, когда затонул «Титаник». Это сверхъестественно, заявили 27 врачей и ученых, обследовавших спасенную. Похоже, что эта женщина в течение 78 лет находилась во временном искажении. Она ничуть не постарела. Однако очень быстро спасенная женщина состарилась и умерла. И эта женщина была не единственным пассажиром «Титаника», которого удалось найти спустя многие годы. Удивительно также и то, что по сей день судно продолжают получать сигналы СОС с «Титаника», но никто не может объяснить данное явление. Некоторые исследователи-аномальщики уверены, что Эдвард Смит, капитан реального «Титаника», незадолго до катастрофы получил свой собственный сигнал СОС. Кроме того, существует легенда о том, что Карпатия, судно, пришедшее на помощь «Титанику» и спасшее его выживших пассажиров, получило сигнал СОС за 23 минуты до столкновения «Титаника» с айсбергом. Говорят, что некоторым пассажирам за несколько дней до отплытия приснились сны о том, что судно тонет, а они становятся жертвами трагедии. Этим объясняют отказ от плавания некоторых пассажиров. Были и те, кто поднялись на борт корабля, но на остановке в Куинстауне, поддавшись необъяснимому предчувствию, покинули судно. Есть мнение, что вперед смотрящие «Титаника» могли бы заметить айсберг раньше и предотвратить столкновение, будь у них бинокли. Но за несколько дней до отправки «Титаника» второй помощник капитана Дэвид Блэр был уволен из команды. Именно у Блэра хранился ключ от сейфа, в котором находились бинокли, но он либо забыл отдать ключ своему сменщику, либо нарочно оставил его у себя в отместку за увольнение. После нахождения тела Блэра ключ от 1500 жизней был передан вдове погибшего, а позже ключ от шкафчика с лайнера «Титаник» был продан на аукционе за $104 000. Также предполагали, что, возможно, немецкая подлодка потопила «Титаник», что все это крушение – заговор финансистов с целью отмыть деньги, что произошло возгорание угля на корабле, что «Титаник» подменили и он вовсе не утонул, а утонул корабль под названием «Олимпик». И многие другие слухи ходят уже долгие годы. На место крушения «Титаника» до сих пор возят туристов, а несколько музеев, посвященных лайнеру, привлекают тысячи посетителей каждый год. Обломки «Титаника» лежат на глубине 3750 метров, при этом носовая часть покоится на расстоянии в 600 метров от кормовой. Кроме двух основных фрагментов, по дну разбросаны десятки тысяч мелких, среди них части корпуса, остатки мебели и посуды, уголь и личные вещи людей. И призраки. 1500 призраков. Целую вечность блуждающих во мраке. Береги себя. Пока.